Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Вчера свершилось то, что вы так долго ждали. Появился трейлер и дата выхода дополнения для Elden Ring. Выглядит это все ожидаемо, красиво и масштабно. Хидетаки Миядзаки уже дал интервью Еврогеймер и рассказал, что это самое большое дополнение за всю историю студии. Новая локация, больше Лимгрейва из основы, а новых боссов будет минимум 10, и, судя по всему, сложность у них будет суровой. А еще будет новое болото. Да, потому что Миядзаки понял, что ему нравится делать болото и рефлексировать. Действие Shadow of the Earth 3 будет происходить в землях теней, где игрокам предстоит открывать неизведанные места, сражаться с грозными противниками и наслаждаться вкусом победы. Ну или другим каким-то, это все-таки From Software. Предзаказать аддон можно уже сейчас. В магазине Габена за него просят 2399 рублей, а в комплект положат перевод на русский язык. Дополнение релизнится 21 июня на всех актуальных платформах. Вчера состоялся Nintendo Direct, на котором показали немало всего интересного. Сейчас попробую рассказать вам самое основное. Анонсировали сразу переезд двух игр с Xbox. Pentiment от Obsidian появится на Switch уже сегодня, а Grounded заглянет туда 16 апреля с кросс-кооперативом. А в Nintendo Switch Online добавили классику: Snake Rattle and Roll, RC Pro M, Battletoads and Battlemaniac и оригинальную Killer Instincts с Blessed Corps. Kingdom Come Deliverance Royal Edition появится на портативке 15 марта вместе со всеми дополнениями. Выглядит, конечно, мальновато, но главное, чтобы работало нормально. Shin Megami Tensei 5 перевыпустят с новой сюжетной линией, свежими локациями и прочими нововведениями. Переиздание с подзаголовком Vengeance появится не только на Switch, но и на всех других платформах 21 июня. Создатели Sonic Mania прямо вчера выпустили 3D-платформер с... пожалуй, переведу на русский, а то знаю я вас. Большой отрыв Пенни. Завезли 40 уровней, 11 миров и несколько игровых режимов. Еще анонсировали ремейк Epic Mickey с похорошевшей графикой и, скорее всего, прежним геймплеем. Называться это дело будет Rebrushed. Фанатам оригинальных Battlefront подвезут Classic Collection, сборник с новыми картами, героями и режимом. Помимо мультиплеера на 64 игрока по сети добавят даже поддержку сплитскрина на двоих. Из самого важного это вроде все, но с полным списком анонсов можете ознакомиться в заметке у нас на сайте. Если у вас есть Switch, то рекомендую. Глава Xbox подразделения Microsoft Фил Спенсер дал развернутое интервью о будущем коробки, и вот основное, что удалось узнать. Слухи о прекращении выпуска игр на дисках, которые поползли после увольнений, не совсем верны. Отделы, занимающиеся торговлей физическими изданиями, действительно сокращали, но только чтобы уменьшить повторение должностей между ZeniMax Media, Activision Blizzard и Xbox. В настоящее время, по словам Спенсера, отказ от физических носителей даже не рассматривается. Однако нельзя не заметить, что консоли — это последний потребительский девайс с приводом. Производителей дисководов становится меньше, а значит и стоимость деталей растет. Рано или поздно это как-то на что-то повлияет. В разговоре коснулись и Game Pass. Подход компании остался прежним. Все тайтлы ActiBliz будут попадать в подписку в день выхода. Это относится и к Call of Duty. Но чтобы выпустить уже вышедшие игры в сервис, нужно поработать, поэтому все произойдет постепенно. Напомню, что первой такой игрой станет Diablo 4 28 марта. Спенсер поделился мнением и о общемировом состоянии индустрии. Он считает, что игровое направление сейчас растет медленно. Доходы индустрии за 2023 увеличились всего на 0,6% по сравнению с 2022 годом. Связано это с тем, что число новых игроков растет очень медленно, и в какой-то момент будет достигнут потолок. Тогда, по его словам, получать больше денег с каждого геймера придется другими решениями, которые главе Xbox не по душе. Это он про Quadro и проекты за $80, что ли? Продолжая тему Xbox, компания Bethesda случайно опубликовала анонсирующий трейлер выхода Hi-Fi Rush на PlayStation 5 с даты релиза. И раз уж утекло, в Microsoft решили раскрыть все карты. Сразу 4 их игры появятся на консоли Sony. 22 февраля Pentiment, 19 марта Hi-Fi Rush, 16 апреля Grounded и 30 апреля Sea of Thieves. Ну что, for the players получается? С чем и поздравляю владельцев пятерки, игры-то хорошие, еще б Game Pass туда, но это вряд ли. Разработчики Dying Light 2 показали трейлер издания Reloaded Edition, которое выйдет уже сегодня. Владельцы игры получат дополнение с огнестрельным оружием. Этот апдейт станет самым большим за всю историю проекта. Авторы игры не только добавили пушки, но и оправдали это как-то сюжетно. Помимо этого улучшили графику, добавив несколько изменений в модели персонажей и не только. А вот уровень сложности Nightmare и рейды пока отложили для того, чтобы отполировать их.
Все обладатели Dying Light 2 получат набор Reloaded Edition автоматически и бесплатно. Остальные же могут попробовать обновленную версию в Steam до 26 февраля, а прогресс затем перенести в полную версию. Релиза сиквела Prison Architect мы в марте не дождемся. В студии Double Eleven решили взять дополнительное время для полировки и оптимизации тюремного тайкуна. Из нововведений нас ожидает полный переход в 3D и возможность многоэтажной застройки. Помимо прочего, придется следить за бюджетом учреждения и перевоспитывать узников. Теперь игра появится только 7 мая на всех актуальных платформах, а стоимость стандартного издания в Steam составит 2199 рублей. Анонсированная еще в 2015-м Little Devil Inside для Wii U так и не вышла, а в 2020-м появилась на конференции Sony, пообещав стать консольным эксклюзивом PS на какой-то период, после чего вообще пропала из инфополя, предположительно погрязнув в производственном аду. И вот вчера на Кикстартере проекта появилось сообщение от разработчиков с пояснением, что вообще происходит. Изначально игра была задумана двумя братьями, но после открытия собственной студии и набора туда сотрудников появились некие конфликты и разногласия. Сейчас команда снова стала небольшой, а главная цель для нее — завершить разработку и выпустить отличную игру. Пока что выпустили они только 6-минутный трейлер, который, кстати говоря, выглядит очень симпатично. В Little Devil Inside можно будет изучать паранормальные явления, играя за профессора университета, и путешествовать по большому миру как в одиночку, так и в коопе. Осталось только выпустить игру. Free-to-play моба Gigantic была закрыта еще в 2018 году, но неожиданно Gearbox анонсировала Gigantic Rampage Edition, улучшенное и платное издание оригинала за $20, при этом никаких микротранзакций и возможность открывать весь контент через прокачку или внутриигровую валюту. В игру добавят новый режим, героев, карты, скины и кроссплей, обещают улучшить геймплей и выпустить обновленную версию на всех актуальных платформах 9 апреля. Эксперимент, конечно, странный, но довольно интересный. Поглядим. Кто-то играл в оригинал? Ну и закончим сегодня первым трейлером экранизации Borderlands. Некоторые отметили, что по духу он прям-таки напоминает Стражей Галактики Джеймса Ганна. На это отреагировал босс франшизы Рэнди Пичфорд. Процесс работы над фильмом начался еще до Стражей, и Джеймс Ганн об этом знал, сказал он. Так что, возможно, произошло взаимное влияние. Общие черты явно есть. Стражи определенно выиграли от Borderlands, а Borderlands определенно выигрывает от Стражей. Насколько сравнение уместно, узнаем 9 августа, но выглядит пока вполне неплохо. А вот на сайт stopgame.ru можно зайти прямо сейчас. Там вас уже заждался текстовый обзор Terminator Dark Fate Defiance от Степана Пескова. Вам всем удачи и хорошего дня!